Сергей Волков уже много лет бродил по заснеженным трассам Колымы, бескрайней, суровой северной земли, где морозы за 20 градусов были скорее правилом, чем исключением. Он был одинок в своей профессии. Бесконечные километры дороги становились его домом. После аварии, которая случилась несколько лет назад, Сергей выбрал жизнь дальнобойщика. Он не любил людей, предпочитая общение с дорогами и природой. В тот морозный декабрьский вечер, когда небо переходило из голубого в темно-синий, а земля покрывалась толстым слоем снега, Сергей остановил свою огромную фуру на обочине федеральной трассы Колма. Где-то вдали мелькали огни попутных машин, а на сугробах пробивался ветер. Тогда он и увидел темное пятно, лежащее неподвижно на морозном снегу. Почти казалось, что это кусок грязного льда, но чем ближе подходил Сергей, тем яснее видел. Это собака. Крупный лабрадор, лежащий на боку. Его тело было словно покрыто инеем и снегом, а лапы запутались в рыболовной сети. Сильный холод и беспомощность исказили его форму. Сергей не мог пройти мимо. Он склонился над животным, осторожно проверяя его пульс и дышит ли оно. Собака была живая, но слабая и истощенная. «Не бойся», — тихо сказал он ей. «Сейчас я все исправлю». Находясь буквально в пустынной местности, вдали от цивилизации, Сергей вынул свой нож и монтажку из инструментального ящика. Ледяная сеть была прочной и крепко держала лапы и шею собаки. Ему пришлось работать медленно и аккуратно, чтобы не повредить животное. Руки начали неметь от холода. Дыхание становилось тяжелым, но он не мог оставить судьбу Рэя на произвол стихии. Время тянулось медленно. Мороз вонзал иголками льда в лицо и кисти рук. Только упорство и забота удерживали Сергея в этом моменте. После долгих минут борьбы с сетью лапы собаки очистились, и она смогла начать двигать ими. Затем он поднял животное легким рывком и, неся на руках, направился к своему грузовику. Проживая в постоянной тяжести жизни на колесах, Сергей ощущал, как внутренняя пустота постепенно заполняется новым смыслом. Поместив Рэя внутрь теплой кабины, Сергей включил печку на полную мощность. Во внутреннем мире грузовика стояла тишина, прерванная только шумом работающего отопления и монотонным рокотом двигателя. Тем временем лабрадор дрожал всем телом, но постепенно стал способен прижаться к теплой обивке кабины. Сергей налил собачке горячего чая и раскрошил холодный хлеб. Несмотря на изможденность, животное осторожно приняло пищу, посматривая на хозяина глазами, наполненными гранями доверия и благодарности. «Вот так», — улыбнулся Сергей в ответ на тихое поскуливание. «Теперь ты в безопасности». С каждой минутой теплый воздух растапливал лед внутри пса. Размягчаясь физически, Рэй постепенно начинал оживать и вновь двигаться более уверенно. Сергей сам почувствовал, как таящая в нем скованность, заточенность в одиночестве, начинает смягчаться. Годы, прожитые отшельником на колесах, менялись благодаря простому факту. Рядом появилось живое существо, зависимое от него. «Ты не просто собака», — прошептал Сергей, поглаживая ее теплую шерсть. «Ты мой друг». Именно в этот момент зародилось крепкое чувство преданности и надежды. Обезопасив собаку, Сергей решил, что правильным будет поискать ее хозяев. Для этого он сфотографировал Рэя со всех сторон, чтобы показать и петлю, в которой она запуталась, и признаки ее здоровья. Узнав, что собака крупного лабрадора, породы, популярной среди охотников и рыболовов в тех краях, Серега сразу понял. Где-то в округе должен быть кто-то, кому она принадлежит. Кабина грузовика была оборудована рацией и мобильной связью, поэтому он отправил фотографии и описание диспетчеру Павлу в Якутск, прося разместить информацию в заводских группах дальнобойщиков и среди жителей поселков. Павел быстро отреагировал, и уже в скором времени Сергей получил ответ. Хозяина нашли, это Анатолий Кузнецов из Усть-Неры. Сергей почувствовал смешанные эмоции.
С одной стороны, был экстаз и облегчение. Недолго думая, он собирался вернуть животное владельцу. С другой, темная тревога начала подкрадываться к его сердцу. Он уже не мог точно сказать, почему. Тем временем Рэй реагировала на происходящее сильнее. И казалось, чувствуя, что их пути теперь пересеклись с судьбой еще глубже. Местечко Усть-Нера встретило Сергея пыльным зимним ветром и жестокими узкими улочками. Через несколько часов в дороге он встретил внедорожник, новый и блестящий, явно принадлежащий кому-то богатому. Сергей с собакой на поводке вышел навстречу хозяину. Анатолий Кузнецов был мужчина в полном расцвете сил, уверенный, но без особых признаков внимания к животному. Не сразу собака потянулась к нему. Напротив, словно ощущая, что что-то не так, Рэй залегла за Сергея, пряталась и скрючивалась, будто боялась незнакомого человека. Секунда за секунду на поверхность выходили напряженные чувства. Внезапно из внедорожника вышла женщина, Оксана. Взгляд ее был суров и даже презрителен. «Это ненужная тебе собака», — прорезала она голосом, в котором звучала холодная требовательность. Сергей стал замечать все больше деталей. Дорогая одежда Оксаны, ее нетерпение и жесткость, которые не сходились с человеком, любящим животное. Соблазн денег, который начали им предлагать в обмен на Рея, не победил решимость Сергея. Он знал, что эта история далеко не проста, и многое еще только начиналось. Вскоре после этой встречи Сергей почувствовал, что за ним началась слежка. Его грузовик неожиданно остановили сотрудники ДПС, подозревавшие его в краже собаки. Лейтенант подошел с требованиями предъявить документы на животное, но Сергей, твердо осознавая права и риски, отказался ехать в отделение без веских доказательств. Напряжение росло, а вместе с ним нарастал и страх. Оксана звонила с угрозами, требуя, чтобы Сергей оставил собаку на заправке. Но Сергей не мог и не хотел предавать доверие Рэя. Несмотря на холод и опасность, он продолжал движение. На длинном затяжном повороте Сергей заметил преследующий внедорожник. Водитель пытался прижать его к краю дороги, но Сергей быстро среагировал. Резко затормозил, избежав серьезной аварии. Было ли это лишь борьбой за собаку? Или борьбой за жизнь? Истощенный эмоционально и физически, Сергей нашел укромное место в дороге. Небольшой заброшенный карман, где заглушил мотор. Сердце колотилось в груди, адреналин постепенно сходил на нет, оставляя место пугающей пустоте. Он осознавал, что не может обратиться в полицию, ведь они могли быть либо безучастными, либо сговорчивыми. Единственным его спасением стала рация, через которую он передал предупреждение о преследовании дальнобойщикам в округе. Михалыч, легендарный водитель пути Колымы, откликнулся через несколько минут. Сергей уведомил его о месте нахождения и ситуации. Пока ждали помощи, отношения между Сергеем и Рэем углубились. Собака чувствовала опасность, но доверяла хозяину, а Сергей в ответ вкладывал в это доверие всю свою душу. Приехали Михалыч и его двое помощников, блокируя выезды своими тяжелыми магистральными тягачами. Колонна из 3 грузовиков направилась в сторону стоянки «Теплый стан», известного места сбора дальнобойщиков и форума для конфликтов и союзов. По дороге все было напряжено. Сергей ощущал, что преследователи будут идти до конца, ведь собака стала причиной настоящей войны. Перед рассветом Михалыч рассказал об опасности чертова моста, узкого ледяного моста через замерзшую реку, где одна ошибка, и путь будет закрыт навсегда. Но уклоняться было нельзя. Надежда сплотила их в колонну. На подступах к мосту колонну неожиданно встретил лесовоз, перегородивший дорогу, точь-в-точь, как и патрульная машина, создававшая вокруг иллюзию происшествия. Михалыч подозревал, что здесь устроена ловушка. Когда из леса вышли 3 с оружием, направляясь к грузовику Сергея, стало ясно, это не случайность. Сергей не растерялся, принял решение прорваться через щель между лесовозом и мостом.
Машина получила повреждения, шероховатая колея висела на волоске, но фура вынырнула в свободный участок. Михалыч и Витек перекрыли дорогу, создав преграду для противников. Однако лесовоз принялся преследовать Сергея. На подъеме почти догнал его. Человек в маске на кабине лесовоза прицелился в Сергея из карабина. Маневрируя на узкой дороге, Сергей резко съехал на обочину и избежал выстрела. Встав на безопасном расстоянии, он набрал скорость, устремляясь как никогда ранее к теплому стану. Здесь собрались другие дальнобойщики, готовые поддержать Сергея. Он выступил с инициативой использовать социальные сети и камеры регистратора, чтобы сделать действия противников публичными. Видео с угрозами и погоней быстро разошлось среди дальнобойщиков и жителей региона. Жара давления усилилась. Оксана и ее люди заставили себя молчать, а сообщество собрало силы. На стоянке, где Сергей и Рэй нашли временный приют, появился Валерий Мартынов, отец Оксаны. С тяжелой душой он поведал о болезни внучки и суевериях дочери. Предложил компенсацию за неприятности, но Сергей ответил отказом. Дружба и справедливость важнее денег. Война закончилась, но воспоминания останутся до конца пути. Михалыч оплатил ремонт фуры, а Сергей почувствовал свет внутри себя. Обняв Рэя, он понимал, у него есть настоящий дом, не в городе, а на дороге, с верным другом рядом. Позже в поселке он встретил Лену, фельдшера, чье тепло, доброта и забота словно согрели его душу. Для Сергея рейс окончен. Впереди новая дорога, куда зовет сердце, дом.